Social Security – простая концепция. Social Security затрагивает каждую семью и жизнь почти всех американцев. Social Security помогает пожилым американцам, работникам, потерявшим трудоспособность, и семьям, потерявшим супруга, супругу или одного из родителей. По состоянию на июнь 2020 года около 180 миллионов человек работали и платили налоги Social Security, а около 65 миллионов человек получали ежемесячные пособия Social Security. Большинство получателей пособий – пенсионеры и их семьи. В июне 2020 года их число составляло около 49 миллионов человек. Программа Social Security не была предназначена стать единственным источником дохода после выхода на пенсию. Social Security заменяет часть дохода работника до выхода на пенсию на основании заработков, полученных в течение жизни. Средний размер заработков, который заменяет пенсионные пособия Social Security, различен и зависит от заработков и от того, когда вы начнете получать выплаты. Если вы начнете получать выплаты в 2021 году по достижении полного пенсионного возраста, процент заработка может достигать 78% для лиц с очень низкими заработками, 42% для лиц со средними заработками и около 28% для лиц с высокими заработками. Если вы начнете получать выплаты после достижения полного пенсионного возраста, эти процентные соотношения будут выше. Если вы начнете получать выплаты раньше, эти процентные соотношения будут ниже. По мнению большинства финансовых консультантов, для комфортной жизни на пенсии требуется доход в размере 70% от предпенсионного дохода, включая пособие Social Security, инвестиции и личные сбережения. Мы хотим, чтобы вы понимали значение Social Security для вашего материального будущего и материального будущего вашей семьи. В данном документе, что нужно знать о пособиях социального обеспечения, разъясняются основы программ Social Security по пенсионным выплатам, инвалидности и страхования на случай потери кормильца. Настоящая система Social Security работает следующим образом: работающие лица платят налоги в Social Security. Налоговые сборы используются для выплаты пособий лицам, вышедшим на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам, потерявшим кормильца, иждивенцам получателей пособий. Деньги, выплаченные на налоги, не содержатся на индивидуальном счете, из которого впоследствии выплачивается пособие. Средства, выплачиваемые в счет налогов, используются для выплаты пособий в настоящее время. Все неиспользованные средства направляются в целевые фонды Social Security, а не на личные счета на ваше имя. Social Security – это больше, чем пенсия. Многие думают, что Social Security – это лишь пенсионная программа. Большинство получателей пособий являются пенсионерами, однако пособия также получают инвалиды, супруги или дети получателей пособий, разведенный, разведенная супруг, а лица, получающего или соответствующего критериям получения Social Security, супруги или дети умерших работников, разведенные супруги умерших работников, родители, находившиеся на иждивении умерших работников. В зависимости от обстоятельств вы можете соответствовать критериям получения пособия Social Security в любом возрасте. В частности, Social Security выплачивает больше пособий детям, чем какая-либо другая государственная программа. Налоги в фонд Social Security. Для оплаты пособий Social Security используются налоги в фонд Social Security, которые платите вы и другие работники. Налоги в Social Security начисляются на основании заработков, до определенной суммы. В 2021 году эта сумма составляет $142 800. Налоги в фонд Medicare. Налоги в Medicare выплачиваются со всей суммы зарплаты или чистого заработка от индивидуального предпринимательства. Эти налоги идут на страховое покрытие по программе Medicare. Если вы работаете на работодателя, вы платите налог в фонд Social Security 6,2%, налог в фонд Medicare 1,45%. Работодатель платит налог в фонд Social Security 6,2%, налог в фонд Medicare 1,45%. Правила для индивидуальных предпринимателей. Вы платите налог в фонд Social Security 12,4%, налог в фонд Medicare 2,9%. Дополнительный налог в фонд Medicare. Дополнительный налог в фонд Medicare в размере 0,9% взимается с дохода, превышающего определенные уровни. В следующей таблице указаны размеры уровней с учетом статуса подачи налоговой декларации. Статус подачи налоговой декларации. Совместная подача, состоящей в браке парой. Размер уровня – $250 000.
Раздельные подачи, состоящие в браке парой, размер уровня – $125 тысяч. Подача одиноким лицом, размер уровня – $200 000. Глава семьи с правомочным членом семьи, размер уровня – $200 тысяч. Правомочная вдова, правомочный вдовец, с ребенком и иждивенцем, размер уровня – $200 тысяч. На что расходуются налоги в Social Security? В 2021 году 85 центов с каждого доллара, выплаченного в счет налогов в Social Security, направляется в целевой фонд, из которого выплачиваются ежемесячные пособия текущим пенсионерам и их семьям, а также вдовам, вдовцам и детям умерших работников. Остальные 15 центов направляются в целевой фонд, из которого выплачиваются пособия инвалидам и их семьям. Из средств этих целевых фондов также оплачиваются расходы на управление программами Social Security. Social Security Administration – один из самых эффективных органов федерального правительства, и мы ежедневно работаем над его улучшением. Из каждого доллара, выплаченного в качестве налога в Social Security, менее 1 цента тратится на управление программой. Вся сумма налогов в Medicare направляется в целевой фонд, из которого оплачиваются расходы на госпитализацию и связанное с ней обслуживание всех получателей Medicare. Программой Medicare управляет The Centers for Medicare and Medicaid Services, а не Social Security Administration.